Здравствуйте! Сегодня перед началом урока я решила вам показать свою морскую прогулку вечернюю. Вот такое у нас море, я живу на море, и у нас живут замечательные друзья-лебеди. Но говорят, их хлебом нельзя кормить, но я и не кормлю. Мы полюбовались на море, на красивых лебедей. Ну а теперь будем переходить к нашей работе. Начинаем урок. Здравствуйте! Сегодня мы будем кукле шить вот эти голубые шорты. Я переставила кадры последние, поставила их первыми, чтобы мы сразу увидели результат своего труда. Мы будем сегодня строить выкройку и шить такие шорты. У куклы уже были белые шортики. Их можно называть панталончиками. Кому как нравится. Низ шортиков можно обработать резинкой, вставить резиночку вниз. Можно сделать вот такой передник. Пришить его можно разными способами. Либо снаружи, либо вот так внутрь пришить. И лямочки могут застегаться сзади то ли на пуговичку, то ли на липучку. Лямки могут быть различной ширины. Также они могут крест-накрест на спине застегаться. Лямки можно вот так перевернуть в виде воротничка, как я вам сейчас показала. Это тоже очень стильно и красиво. Фантазируйте. Передничек можно вышить, можно пришить карман. Все на ваше усмотрение. Но вот мы выбираем такое украшение, липучку. И у нас получаются замечательные шорты с передником, которые застегаются на лямочки. И лямочки, видите, как красиво обработаны впереди. Ну что ж, переходим к построению выкройки. Рассмотрели наши шортики как пример, белые шортики. Вот низ этих шортиков обработан подгибом и вышитые. Это ваша фантазия, как вы пожелаете украсить. Шорты можно делать чуть уже, чуть шире, чуть длиннее, а можно и брючки сделать. Выкройка будет одна и та же. Выкройку будем строить на листочках бумаги, на которых расчерчены перпендикулярные линии карандашом. Как всегда, чтобы у нас прямоугольник получился именно с прямыми углами и выкройка не перекосилась. Обязательно все записываем в тетрадь. Как всегда, выкройку мы начинаем с того, что рисуем то, выкройку чего мы хотим построить. В данном случае шорты. Обозначаем необходимые размеры, которые мы будем писать, замерив наши расстояния. Вот мы определились на чертеже, какие мы будем замеры производить. Ну и начинаем замерять. Обхват бедер. Измерили и пишем. Длина изделия по боку мы измеряем.
Можно и шортики делать, и брючки. 8 сантиметров в данном случае. И длина по шагу – это расстояние от нашей резиночки до середины промежности. Или можно померить полукругом, допустим, от пупка чуть выше попки через промежность и разделить на 2. То есть это, собственно, высота наших шорт. Как всегда, от точки А мы начинаем работу. Вниз мы откладываем длину изделия по боку, которое мы измерили 8 сантиметров. А от точки А вправо мы откладываем обхват бедер. Ну, учитывая то, что мы делаем 1/4 часть нашей выкройки, мы 22 делим на 4 и получаем 5,5 сантиметров. Откладываем от точки А вправо 5,5 сантиметров. И глубина вот нашего шага, длина по шагу 6,5 сантиметров. В полном размере мы откладываем. Прямоугольник наш готов. Остались детали. Смотрите, вот этими точечками я предлагаю увеличить ширину шортиков. В данном случае я увеличиваю на 1 сантиметр, только 1/4 часть. Итого у нас по объему получится на 4 сантиметра увеличения. Вы увеличиваете, как вы считаете нужным. Вот шаг мы делаем у куколки тоже 1 сантиметр. И это расстояние на подворот снизу. Сгиб. Обозначаем сгиб ткани. Собственно, выкройка у нас готова. Почему нам нужен шаг? Никогда не делайте шорты просто прямыми, косыми. Обязательно вот этот мысик нужен. Тогда куколка в этих шортиках более мобильная, и шорты не мешают телу куклы изгибаться, садиться. Вот красными линиями я даю припуски на швы, снизу на подгиб и сверху на подгиб на резиночку. Можно эти припуски давать больше, меньше, как вы считаете нужным. Если у вас резинка широкая, то делайте подгиб шире. Если узкая, то меньше. Итак, у нас 4-я часть выкройки готова. Мы вырезаем. Вырезаем одну часть, по сгибу мы свернули и согнули и вырезаем сразу вторую часть автоматом. Вот такая у нас развертка. Это половина наших брючек. В данном случае у нас передняя половина и задняя совершенно одинаковые. Начинаем с того, что мы низ изделия обрабатываем, то есть строчим. И застрачиваем внизу между ножками. Вот низ, вверх. Сначала мы подгибаем внизу изделия, строчим. Потом строчим вторым этапом. Это вот боковое между ножек расстояние. Вверх мы не трогаем. Верхний шов мы не трогаем. Вот как это на ткани мы прикладываем к сгибу ткани и вырезаем. Можно сразу в 4 части слоя сложить, приложить и вырезать сразу, и тогда у нас получится сразу 2 половинки. Вот наши 2 половинки. Как я вам объясняла, мы сначала по низу подогнули, пристрочили, и внизу по шагу прострочили, а вверху мы оставили непростроченным. У нас получились 2 одинаковые штанинки на одну ножку и на вторую ножку. 2 совершенно одинаковые части. Вот одну мы выворачиваем и вставляем в другую. Получается лицом к лицу. Мы вставили точно по шву, чтобы шовка, шву совпадали. И иголочками закрепляем. И как вы поняли, вот верхний шов мы будем строчить на машинке.
Вот вставили друг друга лицом к лицу и начинаем строчить. Вот так мы строчим. Когда мы застрочили, шортики у нас готовы. Осталось только подвернуть для резинки вверху изделия ткань. И вот для резиночки мы обрабатываем верх изделия. Можно 2 раза подогнуть, можно оверлоком обметать. Все как вам нравится. На сегодня все. До новых встреч. Творите, все у вас